лето, июнь, и мы сейчас с вами гуляем по одной из самых центральных улиц города Одессы. Это улица Пушкинская. Всех приветствуем из Одессы. Я уже сказала, мы сейчас с вами идем по улице Пушкинской. Сейчас ведутся споры о ее переименовании, и, возможно, она вернется к своему первоначальному названию. Это Итальянская, улица Итальянская. Звучит очень даже красиво, тем более, что Одесса немного связана с Италией. Переименование улиц всегда очень спорные, потому что жители привыкают к одним названиям, и даже когда улицы переименовывают, то все равно все называют старыми названиями, потому что просто это уже на интуитивном уровне, просто потому что все привыкли. Я считаю эту улицу одной из самых красивых улиц города, но не люблю ее из-за брусчатки, потому что когда едешь на автомобиле, эта брусчатка так шумит, что не слышишь даже радио, которое у тебя играет. Конечно, хочется нашим зрителям рассказать о ситуации в городе. Вообще, на самом деле, просто хочется отсюда убежать, чтобы не сойти с ума. В Одессе бесконечные тревоги. Минимум 5 раз в день позавчера была тревога. Взрывы, бахи, грохот. И плюс ко всему работа генераторов, отключение света и просто невыносимая жара. Ежедневная невыносимая жара. Знаете, обратила внимание, что это одна из самых забитых улиц листами фанеры. Очень большое количество зданий забито фанерой. И мне уже очень интересно, это они так пострадали от взрывов или просто люди перестраховываются, потому что вот идешь, где не посмотришь, вот все с фанерными листами. Смотрите, вон фанерные листы. Только что прошли фанерные листы. Видите, какие у нас красивые фасады. Просто удивительные. Но сейчас вы узнаете, почему мы приехали на улицу Пушкинскую. Я хочу вам показать что-то очень интересное. Куда ни посмотри, удивительные фасады повсюду, удивительные здания. И сейчас мы приблизились к одному из моих самых любимых зданий в Одессе. Это музей Запада искусства. И на нем мой самый любимый балкон в городе. Он невероятно красивый, просто шедевр. Я уже один раз его показывала, но сейчас покажу еще раз. Видите, окна снова-таки забиты фанерой. Либо для того, чтобы не пострадали люди, если будет взрыв, либо уже эти окна просто пострадали от взрыва. Это мой самый любимый балкон в городе. Смотрите, он выглядит просто невероятно. Мальчик, который действительно любит свою страну. Он ходит с флагом просто по улице. Сейчас проходим мимо Одесского Бристоля, красивейшего здания, который имеет свою историю. Но я думаю, что его я покажу уже в каком-нибудь следующем фильме. Я покажу вам другое здание, которое является одним из самых интересных и известных зданий Одессы. Сейчас мы плавно уже к нему приближаемся. Одесситы сейчас сразу узнают, куда мы пришли. А мы пришли к филармонии. Одесской государственной филармонии. Так, ну вижу, что что-то здесь ограждено. И не понимаю, почему. Здесь какая-то реконструкция или нет. Сейчас узнаем. Приехала вам сегодня показать одно из самых дорогих исторических зданий в Одессе.
Оно занимает второе место после оперного театра. Это Одесская филармония. Но, как оказалось, она сейчас на реставрации и она закрыта. К сожалению. Поэтому покажу вам ее как-нибудь в следующий раз, когда уже ее отреставрируют. Она будет новая, красивая, и это будет гораздо интереснее. Ну а это Одесский Бристоль. Он невероятно красивый. Это одно из моих самых любимых зданий в городе. Посмотрите, эта лепка, она просто потрясающая. Долгое время отель Бристоль являлся одним из самых престижных отелей Одессы. И до сих пор так считается. И до недавнего времени только в нем можно было арендовать президентские люксы. Их здесь было целых 2. И только здесь, больше нигде в городе. Это действительно одна из жемчужин Одессы. Бристоль — это один из самых старых отелей Одессы, и в свое время его посещало большое количество знаменитых во всем мире людей. Отель Бристоль стал первым 4-этажным зданием в Одессе. До этого таких в этом городе не было. И в каждом из его номеров был установлен телефон, проведено электричество и водоснабжение, что на тот момент для города было просто удивительно. Вот так Одесса богата на такие замечательные здания, на такую замечательную архитектуру. Невозможно не оглянувшись. И плюс все эти здания имеют очень интересную историю, что если углубляться в историю абсолютно каждого, то это можно снимать отдельные выпуски на 40 минут. Картину портят только генераторы. А мы идем дальше. Даже вазоны красивые. А вот можно зайти в еще один интересный дворик. Люди не закрывают ворота и просят это делать, потому что это центр города, и каждый хочет жить в спокойствии. И чтобы к нему приходило как можно меньше гостей. Мы ворота закроем, чтобы никому не мешать. Кажется, этот двор очень зеленый. Здесь все поросло виноградом. И даже во дворе работает генератор. С ума можно сойти. Невозможно снимать видео. А что за одесский дворик без одесского кота, который отдыхает? Привет, красавчик! Погладим с вами настоящего одесского котика. Смотрите, какие они милые. Не проходите мимо, всегда их нужно погладить. Говорят, это на удачу. Я погладила котика, хочет идти со мной. Вот такие милые и уютные дворики в Одессе. Скажу вам честно, я не отношусь к категории людей, которые любят старые здания со старыми парадными дворами, потому что, во-первых, они мне почему-то страшные. Для меня, особенно вечером. А во-вторых, старым зданиям присущ определенный запах, такой сырости какой-то, и мне это не очень нравится. Он меня немножко даже тоже пугает. Поэтому
Прогулялась и выхожу. Вот, а кто себя будет плохо вести, то здесь одевают наручники в этом дворе. Понятно? Так что закрывайте ворота. Мы все делаем по правилам, поэтому двери закрываем. А они, закрыли. Несмотря на многочисленных отдыхающих с разных регионов Украины сейчас в Одессе, центр города кажется абсолютно пустым. Потому что все стараются укрыться от этой невыносимой жары. И даже в интернете, в новостях есть рекомендации, что с 11 утра до 5 вечера просто желательно не выходить на улицу, а желательно находиться в помещении, потому что можно потерять сознание или получить солнечный удар. Сейчас в Одессе температура на улице превышает отметку 40 градусов, а это для нас не такое уже и частое явление. Здание вижу на реставрации. Ну, это замечательно, потому что большое количество зданий, которые нужно привести в порядок, чтобы они украшали наш город, а не портили о нем общее впечатление. Сегодня хожу, а просто везде в городе наводят порядочек. Немножечко одесских евреев. Нашла открытый вход в какой-то еще один двор. Очень тяжелая калитка. Просто невероятно. Смотрите, все чистенько, ухожено. Жильцы постарались, наверное, и сделали здесь ремонт. Ой, как кажется, он очень-очень зеленый. И во дворе, смотрите, какие львы сидят. Красивые. Наши любимые, спасибо большое, что остаетесь с нами. Мы всем желаем мира, добра, всего самого прекрасного, самого наилучшего. И пусть сбываются все ваши мечты. До встречи в следующем видео. Спасибо, что остаетесь с нами. Я не успела даже закончить съемки видео и слышу, что включился сигнал воздушной тревоги. Сейчас будем смотреть, что же летит на наш город сейчас. Выходы баллистики из Крыма, но на другую область не были. Это было не к нам, но тем не менее нам сказали быть на поготове.